Всем привет! 4 и 5 ноября в Лондоне отмечали праздники Дивали и Ночь Гая Фокса. А 6 ноября нам удалось поехать в один из районов города и посмотреть, как же люди отмечают эти праздники. Давайте немножечко и коротко расскажу про данные праздники. Дивали – это главный индийский и индуистский праздник. Он символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. А Ночь Гая Фокса также известен под названием Ночь костров или Ночь фейерверков. Это традиционное для Великобритании ежегодное празднование в ночь на 5 ноября. В эту ночь, пятую после Хэллоуина, отмечается провал порохового заговора, который хотел совершить Гай Фокс. Он пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом, и на следующий день Гай был арестован и отвезен в Тауэр. В Великобритании в ночь Гая Фокса зажигают фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса. Сейчас мы находимся на Piccadilly Circus. Это место, где проходила выставка винтажных машин. Если вы еще не смотрели мое предыдущее видео про винтажные машины, какими они были раньше, переходите сейчас по подсказке и смотрите, было очень интересно. У нас уже в городе вовсю проходит подготовка к Крисмасу и Новому году. В принципе, она началась еще до Хэллоуина, что меня еще больше удивляло еще тогда. Если вы подписаны на мой инстаграм, подпишитесь сейчас, я там выставляю, конечно же, чаще и быстрее какие-то видео, какие-то фотографии, и быстрее вы узнаете разные новости. Но сейчас мы приехали после выставки в Харроу, это место, где проводился, собственно, праздник, да, отмечание этих двух праздников, Дивали и Ночь Гая Фокса. Здесь будут фейерверки, различные аттракционы, и давайте на это посмотрим. Смотри, как они крутятся вверх ногами. Как вы видите, здесь было чем заняться как взрослым, так и детям. Андрей катался на батуте, прыгал, вернее, была такая вот каруселька для самых маленьких. Конечно же, мы на ней не катались, потому что, уже 8 лет неинтересно. Просто смотрели. Вот такие вот, не знаю, это как колесо называется для взрослых. И лестница, помню в детстве, когда каталась, там было очень плохое крепление, просто надо было держаться. Я помню, тогда еще испугалась, и после того никогда в жизни не пробовала, до сих пор остался страх. Потом была вот такая вот игра, и я подумала изначально, что она интересная, потому что можно стоять, ловить, там, знаете, как детская игра «Ловить рыбок», а здесь типа ловить уточек и за это там насобирать, например, ведерко уточек и получить приз. Но нет, вы видите, Андрей всего лишь одну утку поймал, у него забрали вот эту вот штуку, ловушку, как ее назвать, в общем, и сказали идти собирать. Знаете, я так решила и сказала потом мужу, что это просто даже не как игра больше для детей, а как продажа вот таких вот игрушек. Она была, по-моему, 4 фунта стерлингов, а вот эта вот игра. И мне кажется, это просто вот типа игра, но на самом деле продажа вот таких игрушек, они по разной цене стоят, такой вот бизнес, я думаю. Где-то вообще 50 пенсов, я думаю, где-то подороже, дешевле, и в принципе в среднем они вот так вот, таким образом устроили магазин. Это не игра, вот так вот взять одну утку и просто игру, мы такие, что? Вообще ничего не поняли. Хотя бы приз получили, и то уже хорошо. Андрей выбрал вот такую вот штуку, сказал, что он ее знает, как не играть. Что выбрал, то выбрал. Я думала, он выберет сначала пистолет, как он обычно хотел, но выбрал вот это вот. Теперь она у нас валяется дома. Также еще были разные закуски, можно было купить и пиво, и кофе, и разную еду, но мы не дошли туда. Как видите, очень много народа, мы просто посмотрели на это дело и даже не дошли и не посмотрели, что там продавали, собственно. Хотя видела, люди покупали, что-то ели,
Видела в очереди, когда уже выходили из праздника, были панкейки с нутеллой. Возможно, что-то было, возможно, мясо какое-то, я не знаю даже. Хотелось посмотреть, записать для вас видео, но, как видите, очередь огромная, не хотелось уже даже туда идти. И уже здесь, кстати, не было никакого праздника, здесь просто вот такие вот разные аттракционы для взрослых, для детей, какие-то вот развлечения, что-то там куда-то кидать, где-то поехать, ну, короче, заработать игрушки, на батутах дети прыгали. И после всего этого в назначенное время, по-моему, в 7:30 вечера должны были начаться салюты. Мы приехали немножко заранее, и у нас до начала салютов оставалось еще около часа, поэтому мы ходили по кругу и смотрели, чем же здесь можно заняться. Также мы пошли вот в этот магазинчик, тоже очередь, видите, большая. Я увидела светящиеся очки, прикольные, вот, как вы видите сейчас, и решила купить их себе. Конечно, хотела не розовые с зеленым, а с бирюзовым, но не было, уже разобрали прямо передо мной последние. Пришлось брать такие. И потом уже оставалось снова, опять же, час. Мы искали, чем себя занять, фотографировались, смотрели, ходили по кругу, чем люди занимаются, снимали для вас видосики. Что еще интересного рассказать? В принципе, на улице было достаточно прохладно. Вы видите, как у меня развиваются волосы. Было, да, прохладно. Ну, мне не хотелось одевать шапку. Вот, в общем... И мы уже достаточно подмерзли, уже очень хотелось посмотреть на салюты. Салюты задержали еще где-то на 20 минут, мы уже устали ждать. Я когда долго стою, у меня начинает болеть спина. Я развлекалась вообще как могла, видите, одела очки, там руками, ногами махала, короче, развлекалась как могла, ждала салютов. С этой части видео я, кстати, буду очень много и часто кричать, поэтому будьте к этому готовы. Решила вас предупредить заранее. Уже сейчас вы сможете наблюдать целых 10 минут салютов, которые были. На самом деле салюты были около 20 минут, и 15 минут где-то из них я просто стояла телефоном для того, чтобы вам передать эту атмосферу, этот вообще пожар, этот класс, это вообще восторг. Посмотрите только на эту красоту, и чем дальше к концу видео будут вообще замечательнейшие салюты, они, знаете, как по нарастающей были. Очень интересно и красиво.
Как вы видите из видео, собралось достаточно много людей, и практически каждый был без маски, где-то большая половина людей были без маски. Если вы не знаете, то в Великобритании сейчас можно ходить без защитных средств в супермаркеты, в различные магазины, в метро, в автобусы, можно ходить без маски. То есть, если вы хотите, вы можете ходить, если нет, это не обязательно. Я изначально ходила в маске по магазинам, по автобусам, а потом как-то перестала и начала жить нормальной жизнью. Понимаю, что это существует, но не хочу об этом думать, поэтому начала жить как и раньше. Праздник, конечно, это все хорошо, но нам не удалось быстро выйти. Где-то, чтобы выйти из этого вот места к остановке, нам пришлось потратить около 20 минут. Народу было очень много. Вот так вот в Лондоне мы отметили праздник Дивали и ночь Гая Фокса, ночь фейерверков. Хочу попросить вас поставить лайк или дизлайк данному видео, а также подписаться на мой канал, если вам нравится смотреть такого рода контент. Скоро моему каналу ровно год, и вместе с вами мы можем отметить красивую цифру 1000, поэтому прошу подписаться, если вам нравится смотреть такие видео, и я буду очень сильно вам благодарна и очень сильно счастлива. Всем пока!